Олимпиада закончилась, а Диана Дэвис и Глеб Смолкин остаются чуть ли не главными звездами танцев на льду. Возможно, они готовы врываться в американские чемпионаты. Впрочем, официальной информации на этот счет пока нет, а ранее подобные слухи мать Дианы и Терри Тутберидзе называла фейком. Блог The Skating Lesson огорошил несколькими постами о Дэвис и Смолкине. Во-первых, на днях у них якобы состоится просмотр в Американской Федерации. И вроде бы уже имела место встреча с ее представителями. Автор блога Дэйв Лис ранее сообщал о том, что готовится переход российской пары в сборную США. Это теоретически не исключено, учитывая отстранение всех российских спортсменов от международных стартов. Бросается в глаза несколько странностей. Во-первых, сам факт просмотра. Не совсем понятно, зачем просматривать Дэвис и Смолкина, которые уже ездили на Олимпиаду и отлично известны в мире фигурного катания. Возможно, речь о переговорах по другим нюансам, но Дэйв Лис применил слово «monitored», а это именно наблюдать, отслеживать. Но сложно поверить, что Американская Федерация назначила подопечным Терри Тутберидзе испытательный срок вроде того, что проходят новобранцы. Дэвис и Смолкин в последнее время работали с Бенуа Ришо и Евгением Платовым. Ришо не очень дорогой хореограф, но вряд ли бы он стал трудиться ради этапов Гран-при России. В свою очередь Платова фигуристы оценивают очень высоко. Он мог подтянуть пару, в которой явно солирует партнер. Источник в «Хрустальном» верит в вариант с переходом в сборную США. Этери Георгиевна поехала прорабатывать этот вариант. Но одно дело верить, другое знать наверняка, а информация на сей счет из первых рук пока отсутствует. К тому же есть аргументы и против возможного перехода. Во-первых, Дэйв Лис не раз ошибался в оценках. Во-вторых, ранее сама Терри Тутберидзе нарушила молчание и назвала информацию о своей дочери в сборной США фейком. Нужно ли это было, чтобы погасить волну обвинений, или наглость фейка настолько поразила тренера? Это мы скоро узнаем. Но Лис явно не остановился. Второй новостью от блогера был нанесен серьезный удар скептикам. В соцсетях был выложен сертификат из ЗАГСа Невады, в котором черным по белому написано: Дэвис и Смолкин теперь женаты друг на друге. Отношения ребят не были секретом и раньше, но оформление отношений в 18 лет – это решение серьезное, зато очень своевременное. Согласно документу, Дэвис и Смолкин заключили брак 18 марта 2022 года. Согласно американскому законодательству, ходатайствовать об американском гражданстве можно спустя 3 года после заключения брака с гражданином США, а у Дэвис есть паспорт этой страны. Она родилась в Лас-Вегасе. То есть Смолкин будет иметь право на американское гражданство с 18 марта 2025 года, почти за год до Олимпиады, для которой необходимо не только спортивное гражданство, но и паспорт. Кроме того, на американское гражданство теоретически сможет претендовать и сама Тутберидзе. Зачем этот переход американцам, где и без того есть сильные дуэты в танцах на льду? Все не так однозначно. Лучшая американская пара Хаббл и Донахью уходят. Вместе с ними берут паузу или заканчивают многие дуэты по всему миру. Значит, открывается возможность для международных выступлений как минимум. Дэвис и Смолкин уже известны и были на Олимпиаде. У них влиятельный покровитель и Терри Тутберидзе. Американские болельщики могут относиться к ней как угодно, но она величина в мировом фигурном катании. Как показывают оценки ее подопечных и сам факт ее пребывания в США, и работа с Бенуа Ришо, Игорем Шпильбандом и другими. Так что это вполне может оказаться взаимовыгодным сотрудничеством. Одно непонятно, что будет делать наша национальная федерация, до этого принципиально не отпускавшая своих фигуристов без проблем и карантина. Пока что это вопрос теоретический. Повторим, что информация о возможном запуске процедуры перехода дуэта Дэвис-Смолкин – это пока что слухи, которые к тому же однажды уже опровергались. И не исключено, будут опровергать вновь. Но настойчивость, с которой информация о громком трансфере вбрасывается в медиапространство, как минимум настораживает. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова намерена провести собрание с российскими фигуристами по теме их возможного перехода в другие сборные. Если сейчас раскручивать тему перехода Смолкина и Дэвис, то фигуристы, которые раньше не рассматривали такую же возможность, задумаются над тем, чтобы год не сидеть без дела. Сейчас у меня нет ни малейшего представления, что действительно происходит. Я просто рассуждаю, но на следующей неделе я поеду в Новогорск, где хотела бы провести собрание с нашими фигуристами, высказать свое мнение по этому поводу. Надо посмотреть, что ребята думают по этому вопросу. Дэвис и Смолкин – хорошая пара, но нужно понять, что думают ребята, которые находятся ближе к первому месту. Конечно, они вряд ли откровенно обо всем расскажут, но их настроение я понять смогу, сказала Тарасова. Президент самбо-7 Дмитрий Натлашев также высказался о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США. Других причин, по которым Терри Тутберидзе задерживается в США, нет.
Это право ребят выступать за другую федерацию. Ради бога, пусть выступают. Они могут показывать все мастерство где угодно и все равно будут послами российских идей, мыслей, нашей сборной команды, нашей страны. То, что Этери сделала для нашей страны, говорит о том, что нам сомневаться в ребятах не стоит. Мы должны быть более демократичны, чем все остальные. Когда наши карты все вскрыты, лучше нас на земле, лучшей страны, чем России, нет. Я абсолютно спокойно отношусь к решению ребят соревноваться за другую федерацию, сказал Лайшев. Актер Борис Смолкин, отец российского фигуриста Глеба Смолкина, ответил на вопросы журналистов о том, что сын и фигуристка пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. Это абсолютно желтая пресса, заявил Смолкин-старший. Также Смолкин-старший прокомментировал информацию о женитьбе сына. Я ничего об этом не знаю, сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся. Вчера ночью тоже говорили с Глебом. Он ничего не сказал про это. Рассказывал, что тренируются, катаются, готовятся к выступлениям. Все у них в порядке, тренируются, сказал Смолкин-старший. В последнее время вокруг имени лучшего российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе также было множество слухов. Один из них гласил, что воспитанница нескольких олимпийских чемпионов не вернется в Россию из США. Об этом в частности также заявлял американский инсайдер Дэйв Лис. В целом логику такого решения можно было бы понять. Федерация фигурного катания России исключена из международных соревнований до особых распоряжений. Наши фигуристы и фигуристки не могут выступать на крупных турнирах, этапах Гран-при, чемпионатах мира и Европы. Интересно ли здесь продолжать работу Тутберидзе и, собственно, ради чего? Отсюда и слухи. Но, во-первых, сама Этери Георгиевна назвала эту новостью фейком и опровергала их, а во-вторых, президент Центра спорта и образования Самбо-70, где и трудится на катке Хрустальный Тутберидзе, подтвердил, что в ближайшее время Этери вернется в Россию. Точной даты возвращения Этери Георгиевны нет, но мы ждем ее в ближайшее время. Сейчас у всех пора отпусков, так что нет ничего страшного в том, что она пока отсутствует. Ситуация сейчас такая, все переживают. У нее никогда не было настроения уехать из страны и сменить место работы. Она уже давно доказала, что является потрясающим российским тренером. У меня нет и не было ощущений, что она может переехать, сказал Ренат Лайшев. Нет сомнений в возвращении Тутберидзе и у других селебрити из мира фигурного катания. Вот, например, слова Ирины Родниной. Не нужно переживать, что Тутберидзе уедет. Она каждое лето в США у дочки. И не нужно никуда торопиться. Ни к чему эти разговоры.